Всем привет! Вы на канале Amigurumi Life, это канал о вязании. И сегодня мы с вами продолжаем играть в игру «Кидай моток». Конечно же, сейчас первый бросаем опять кубик. Я останавливалась на клетке 18. Это была плюшевая игрушка. В прошлый раз я связала по ней как раз 2 зайки. И сегодня мы с вами продолжим. Итак, давайте посмотрим, что же выберет нам кубик. Поехали! Так, цифра 1 и клетка у нас с вами 19. 19 это фамилия мастера, которая начинается на какую-то определенную букву. Например, А, К, Н, Р, Б, П. И как раз есть буква Б. У меня есть небольшая задумка, потому что все-таки моя фамилия начинается на «Б» тоже. И почему бы мне не взять свой мастер-класс и не начать вязать? Как раз у меня на данный момент есть заказ на эту тему. И мне нужно связать 3 волков. Поэтому давайте на этом и остановимся. Я пойду выбирать пряжу, готовить новые игрушки. И попозже к вам уже подключусь и покажу, что же я связала. Девочки, новое подключение. Что же по итогу у меня получилось? Если честно, я мучаюсь, просто мучаюсь с этим заказом. Почему? Мне заказали 3 волков. Но по моему платному мастер-классу, но чуть поменьше. Не таких, каких я всегда вяжу. В чем разница? Поменьше и побольше. Я особо не меняю схему, которую буду вязать, просто беру разный крючок. Если побольше, то я беру 2 нити, например, складываю, темно-серую и какой-нибудь там серебристый, он получается такой светленький, пестренький. И беру крючок 2,25. Если какой-то средний волк, то просто 2 вяжу обычную пряжу. Если же он маленький, то беру крючок 1,5. Все. Никакую схему я не меняю, ничего я в ней не переставляю, переделываю. Ну, иногда там может быть какие-то несколько рядочков, но в принципе все по мастер-классу. Итак, что же у меня в итоге получилось? Мне нужно 3 волка. Я вам покажу первого. Вот такой малыш у меня получился. Посмотрите на него. Но он еще не доделан. Мне нужно вот тут вот вокруг глазок сделать беленьким и его протонировать. Но это потом я буду делать, когда все вместе, все 3 доделаю, и тогда уже буду их до конца оформлять. Ну и, конечно же, начесать грудку, потому что сейчас эта грудка пока вот так не особо красиво смотрится. Потом это все начешется, она будет мохнатая, потому что вот эта пряжа, это чистая шерсть, она прям вот хорошо начесывается. Так что вот такой волчок. Вязала я его из пряжи Кроха из фикс-прайса. Если среднего волка брать, то из него получается из одного мотка 50 грамм получается 1,5. Ну вот как раз у меня целый волк был связан и оставался небольшой моточек, поэтому вот на маленького волка и хватило. Так что вот такой у меня малыш получился. Ножки у него на нитяном креплении. Поэтому он может и сидеть, и стоять. Дальше я начала вязать вот из такой пряжи. Это пряжа Атрика, бархатный мохер. Вот знаете, в этой фирме есть как плохая пряжа, так и хорошая. Некоторые мне названия очень нравятся. Я из них уже пробовала вязать. Они прям прекрасно ложатся в игрушки. А вот этот бархатный мохер я поняла, что брать больше никогда не буду. Потому что я с ним намучилась. Это просто кошмар какой-то. Я уже, слезы мои горькие текут, а другой у меня пряжи просто серой нет, поэтому приходится вязать вот из нее. По ощущениям, сама игрушка после вязания, она очень мягкая, она очень такая тактильно приятная. Но вязать из него это сущий кошмар. Я, конечно, не знаю, может быть, в спицах эта пряжа будет ложиться по-другому, но вот крючком вязать ее невозможно. Итак, что же это за бархатный мохер? Я вот специально вам оставила вот эту бумажечку. Так, номер 1311, цвет обалденный просто. Я вам сейчас покажу, тоже хороший. Альпака мохер и 45% хлопок. У меня 100-граммовый моточек и длина в нем 195 метров. Как же он выглядит? Сейчас я вам покажу эту красоту. Я тут специально вчера не стала его довязывать. Хотела показать вам, как эта пряжа ведет себя в вязании. Так, вот такой у меня
моток. Как вы видите, давайте мы волку так чуть подальше отодвинем. Как вы видите, цвет красивый. И на волке он смотрится шикарно. По ощущению, вот вы даже можете посмотреть, я ее так немножечко пожмякаю, она мягкая-примягкая. Она какая-то еще с шелковизной. В общем, тактильно очень комфортно и приятно. Но почему у меня с ней большие проблемы? Вот моя деталька. Я сейчас вяжу туловище волка. Сейчас покажу. Вот чтобы связать вот так вот ровно и хорошо, я прилагаю просто колоссальные какие-то усилия. Почему? Потому что вся вот эта пряжа, посмотрите, как она себя ведет. Вот посмотрите, что это. Вот она собирается вот в такие вот клочки-мотки. То есть помимо того, что я когда вяжу эту деталь, мне приходится периодически ее отрезать, расправлять или отрезать вот эти мотушки и присоединять заново. Это очень много времени занимает, потому что, ну, вы видите, что это. Если я ее, сейчас я фокус вам настрою, вот. Если я ее буду расправлять, вот так, вот, она, видите, все равно вся комкается. И даже если я ее расправляю, в вязании, во-первых, она плохо скручена, я даже вот не знаю, как показать фокус. Вот эти вот моточки, узелочки, вот, которые остаются, даже если я ее распрямляю, они, вот, видите, они в вязании вот здесь выскакивают, то какая-то одна ниточка. Вот эти вот штучки, они все постоянно, вот эти махрушки выскакивают вот здесь. И мне приходится каждый столбик перевязывать, чтобы вот ничего вот тут вот не торчало, чтобы вязание выглядело идеально. Но все равно, мне кажется, особо не идеально. Но это издевательство, вот честно, девочки. Я с этим волком намучилась уже неизвестно сколько. И продолжаю мучиться, потому что другой пряжи у меня нет. Итак, я это вяжу уже второго волка. У меня вот здесь вот появилась вот такая уже голова. Вот так она выглядит. Тут надо что-то убрать. Беленькое что-то. Так, вот так она выглядит. Пока еще тоже не оформленная. Это я вяжу тело ему. И связала я из этой пряжи уже еще одного волка. Вот я на него потратила больше, чем почти весь день. Наверное, я на него потратила. Ой. Вот так он выглядит. Вот такой волчок. Тоже оформлю потом белым вот здесь вот глазки. Немножко протонирую его. Но вот чтобы связать вот все вот это просто издевательство. Это занимает огромнейшее количество времени. Так что у меня на данный момент 2 волка. Давайте мы это все уберем. Вот таких 2 волка. Один, по-моему, чуть побольше. Вот. Побольше, один поменьше. По размерам, но ничего страшного. В принципе, в целом нормально. И мне нужно связать еще 3-го волка. Вот сейчас пойду мучиться дальше, потому что это просто... Ох, кошмар. Нет, бархатный мохер это точно не для меня. Может быть, я просто не умею его вязать. Может быть, я когда вяжу, как-то по-другому держу свои руки, и у всех разный захват нити, я держу вот этой рукой, мизинцем придерживаю пряжу, и может быть, в этом моменте у меня она как раз и путается. Не знаю, как вы вяжете, как у вас, может быть, захват немножко какой-то другой, но для меня это очень и очень некомфортно и тяжело. Поэтому вот у меня было 2 моточка. Один я извязала, измучилась с вороной. Покажу вам вот здесь ее на картинке, какую я вязала по совместнику. И вот мучаюсь теперь с волком. Это уже 3-й или 4-й волк по счету вот из этой пряжи. Ну вот 2 маленьких будут и 2 больших у меня было. И я прям не знаю, что мне даже делать. Потому что, ну, в любом случае я ее завяжу. Там, видели, моточек уже достаточно маленький. Что тут осталось-то? Совсем немного. Вот как раз, наверное, на одного волка хватит. И, может быть, больше-то и не хватит ни на что.
Но доделывать мне нужно, потому что заказ надо отдать в ближайшие сроки. И осталось совсем немного. 2 уже готово. Так, все, отправляюсь делать третьего волка. И потом уже к вам подключусь, покажу, что у меня в итоге, как они полностью уже оформлены и выглядят. И будем кидать с вами кубик заново. Показываю вам на руках, потому что сейчас все это буду уже отвозить и отдавать. Времени совершенно нет. Так. Первый волк. Ой, понятно. Но вот на камере он кажется еще мохнатее. На самом деле не так сильно. Вот такой. Ой, что вам показываю, сама не вижу. Вот такой волк. Первый. Ну да, на камере мохнатее кажется. Второй волк. Ну все, вот я вам показываю. Неудобно его, конечно, держать. Кажется, что он какой-то кривой. На самом деле он нормальный, просто нужно все это дело расправить. Вот такой волк. Второй. И третий волк. Вот такой мохнатый, начесанный волчара. Они у меня уже отправляются в новый дом. Сейчас их отвезу и поеду уже домой делать другие заказы. Небольшое отступление от моей игры, просто потому что мне нужно сделать заказ. Мне его завтра уже везти. У меня там достаточно большой пакет игрушек. Кое-что у меня было в наличии, кое-что мы с мамой тут успели подвязать. И вот у меня на данный момент сейчас пчелы. Они, конечно, к моей игре вообще никак не подходят, потому что задание у меня следующее совершенно другое. Я вам покажу, что это за задание, когда уже приступлю к нему когда уже приступлю его выполнять. Но пчел мне нужно сделать. У меня есть 5 пчел из плюша, которые все практически вяжут. Да, вот эти вот пузатенькие, маленькие, такие желтенькие штучки классные, с веселыми улыбками. По идее, мне их заказали 10, но я решила немножечко изменить. Я же формат, я все-таки творческий человек, я не могу точно по заказам. Мне вот сказали 10 пчел. Извините, вот 10, но разных. Вот. Я вам сейчас покажу, что у меня получается. Я вяжу из хлопка, и время у нас сейчас с вами 11 часов ночи. Я уже дико хочу спать, но... Вот такая милота, посмотрите. Вот такие вот у нее красивые крылышки, усики. Они еще не оформлены. Мне, по идее, нужно их доделать до завтрашнего вечера. Я, наверное, оформление возьму с собой на работу. Потому что сейчас, если честно, уже устала. Какие-нибудь косые глаза. И будет это вообще, конечно, все испорчено. Вот, поэтому сейчас доделываю усики. У меня этих пчел 4 штучки. Больше всего мне нравится у них вот это вот. Сейчас я вам покажу. Вот эта попка. Такое остренькое жало. Ну, вообще крутецкое, правда? Вот. Поэтому пчелки у меня сегодня Forever. До победного конца. Вы заметили, что я в своей рабочей студии, не за столом, на диване, потому что я сюда переехала жить на определенное время, так как очень холодно, а кондиционер у меня только на обогрев в этой комнате. Поэтому мы с Нубой вместе с Конурой переехали сюда на несколько дней, чтобы здесь, собственно, обосноваться и немножечко погреться, потому что там, очень-очень холодно. Так, что-то у нас тут ус немножко согнулся. Вот так. Все, готовлю пчелок. Чуть попозже к вам подключусь, покажу свой готовый результат, но, как я сказала, эти игрушки у нас вне игры. Так, ну что, девочки, дошила я всем рожки. Или усики, не рожки, сами крылышки. И у меня получилось вот таких 4 очень-очень нежных медовых жучка. Вот, пчелки. Вот такие вот малыши. Я вот все думаю, может быть, надо было крылышки чуть повыше пришить. Ну, не знаю. В принципе, так тоже неплохо. Все. Оформлением буду заниматься уже завтра на работе.
потому что здесь нет никаких бусинок приклеивающихся, ни вставных глазок. Здесь нужно вышивать личико темной черной ниткой, поэтому этим буду уже заниматься завтра. Ну и, конечно же, делать им макияж, румянить щечки и прям вот, чтобы они были такие конфетки, чтобы сразу на них позавидовали и, конечно же, сразу забрали. Так что вот такой у меня сегодня был марафон пчелиный. Я вам сейчас покажу еще 5 пчел, которые уже готовы, которые завтра уже полностью вообще собраны, все наряженные, накрашенные, отправятся в этом же пакете с вот этими пчелками альденте, я бы так назвала, то есть полуготовыми. Поэтому с ними еще, конечно, нужно будет поработать. Вот они лежат, такие милые пчелки, вот там вот рядышком с моим бокальчиком кофе, и такие довольные. Одна вот улыбается, прям на боку подсматривает за мной, что я тут делаю, и думает: господи, когда же ты спать ляжешь уже? Ты будешь вообще сегодня отдыхать или нет? Да, буду. Сейчас все убираю и иду отдыхать и читать книгу. Сегодня день у меня недостаточно плодотворный, потому что получилось у меня всего-навсего 2 тушки пчелы плюс само оформление. Почему? Ну, потому что, во-первых, был тяжелый рабочий день после выходных майских, а также я отвозила еще один заказ, как раз волков, которых я вам показывала, доделывала там что-то, свои какие-то дела. Тут еще с Нубой у меня весь вечер мы тоже занимались, потому что он слишком соскучился, вот, и не давал мне весь вечер вязать. Но, тем не менее, я рада, что пчел я практически закончила. Ну, там оформление, я думаю, что не так много времени у меня потратится на это, буквально там полчаса, может быть, даже меньше. Поэтому все завтра со свежими силами сделаю. А сейчас иду отдыхать. Перед сном немножечко почитать интересные книги и встретимся с вами уже завтра. Я надеюсь, что хотя бы завтра я возьмусь опять за игру и буду выполнять следующее задание. Все, увидимся совсем скоро. Пока. Так, девочки, доделала я своих пчел. Говорю потихонечку, потому что нахожусь на работе. Посмотрите, какие милашки. Вот такие получились у меня. Вот. Маленькие, но они такие крутые. Мне очень нравятся. Мне вообще нравятся больше игрушки из хлопка. Они более детальные, они более симпатичные. Но работы с ними намного больше. Поэтому, конечно же, плюш сейчас в приоритете. Его быстрее вязать, и по цене он дешевле, потому что вот, например, вот такую малышку, она маленькая, работы с ней много. А за сколько ее продавать? Ну, конечно же, не за 500 рублей, поэтому ее просто не возьмут, не поймут люди. Но очень мне нравится. Все равно вот вязание из хлопка – это вообще прям какое-то такое для меня удовольствие больше намного, чем из плюша. Так, все, эти малыши у меня отправляются сегодня уже вместе с другими игрушками. А все остальные игрушки, которые мы будем отправлять, вы увидите в новом видео на канале Дзен. Мама там их покажет. У меня еще 5 плюшевых пчел, и я отправляюсь вязать новую игрушку. Не знаю, подойдет она у меня. Ну, по идее, наверное, подойдет под мое задание. У меня задание... Сейчас я к себе переверну, вам расскажу. У меня задание связать игрушку с цветком. То есть в декоре или в самой игрушке должен быть цветок. Это клетка 20. Появляются подснежники. По идее, мне нужна одна игрушка на ярмарку в субботу, потому что я туда отправляюсь. Она такая достаточно детальная. Это Молли Гух. Я думаю, что вы его часто видели на моем канале. И у него цветок тюльпан в руках. Но по моим правилам цветок должен быть вязаный или вышитый. И вот я не знаю, что мне делать, потому что, с одной стороны, я просто не хочу этот цветок сидеть с ним, время терять, вязать. А в то же время мне нужен лягух, поэтому я даже не знаю, что мне вот делать. Ну, в общем, в любом случае, лягуха я сейчас начинаю, потому что больше не брала никакую пряжу с собой сюда на работу. А там уже посмотрим, как получится. Поэтому будет лягух, значит будет. Не будет,
Значит, освежу еще что-нибудь с цветочком. Вот. Поэтому пока что вяжем большую зеленую лягушку на каркасе. В этот раз вязать я буду из новой пряжи. Я из нее вязала пчел. Это 100% хлопок Атрика. Нравится мне вот именно вот этот вид пряжи. Если я вам в прошлом видео рассказывала, что бархатный мохер мне вообще не подошел, мне очень тяжело было из него вязать, он весь скатывается, то вот это 100% хлопок вяжется шикарно. Она такая немножко гладенькая какая-то, с эффектом таким блестящим. И не сильно прям уж она блестит, да, но в то же время отливает так каким-то прям отцветом. В общем, нравится мне эта пряжа. Вот в камере у вас она прям ярко-ярко зеленая. На самом деле она немножко другого цвета. Вот сейчас я попробую лампу включить, может быть, камера будет лучше передавать. Ну вот немножко лучше стала передавать, но она еще побледнее. Лягух из нее получится вообще крутой. Поэтому я именно на эту игрушку заказывала эту пряжу. Раньше я вязала из джинса и еще вязала из газала Baby Cotton. Вот. Оба мне тоже понравились, но буду теперь пробовать из этой пряжи. Посмотрим, что у меня получится. Так, ну что, девочки, уже пятница. Завтра у меня ярмарка. Если честно, день сегодня был адовый просто. В Телеграме я вам все показывала. Если вы вдруг еще со мной не в Телеграме, то переходите. Я там рассказываю, что я сейчас делаю на данный момент, что вяжу, что какие-то мысли ко мне, может быть, приходят, идеи. В то же время показываю, с чем сталкиваюсь, с какими неприятностями, например, как сегодня. Поэтому день был адовый, я очень сильно устала, а завтра нам выезжать на ярмарку в 5 утра из дома. Вот. Я же иду доделывать игрушку, потому что я-то лягушку так и не довязала. Ну, то есть я ее довязала, но не собрала. Мне там нужно делать каркас, мне нужно прикреплять руки, ноги. И, по идее, нужно всю ее доделать, чтобы завтра взять с собой на ярмарку. Поэтому подключусь к вам чуть попозже. Сейчас достану все, начну уже доделывать. И сегодня пораньше желательно спать лечь, потому что вставать в 4, а отправляться уже на ярмарку в 5. Так, до нового включения. Пора нам собирать с вами сумку. Что мы с собой берем? Ну, во-первых, это игрушку мою единственную готовую, потому что неделя выдалась очень тяжелая. Вот так вот она выглядит. Вот мой лягух. Полностью на каркасе. Ручки-ножки поворачиваются, все шевелится. Вот такой милаха. Вот. Поэтому лягуха беру. И еще мне к нему нужно найти цветок. А я не помню, где у меня тюльпаны. Вот. Не успела я ему связать. Я ему хотела ромашку связать красивую. Или астру, ну что-нибудь такое. Вообще ромашку больше к нему подошла бы. Но не успела, поэтому девочки участвуют со мной в марафоне, те, кто смотрит. Я надеюсь, вы меня все простите. То, что у меня эта игрушка была заявлена, игрушка с цветком. И, по идее, он должен быть вязаный. Но так как я не успеваю, я возьму с собой сейчас тюльпан, если найду. А если не найду, тогда приеду и уже ему свяжу. Ну, если продастся, то продастся. Немножко так, с 4. Так, все, отправляюсь собираться. Девочки, еще раз привет, новое включение. Уже сегодня понедельник, прошла у нас ярмарка в субботу. Все итоги этой ярмарки, как она прошла, что мы там делали, какие приключения с нами были, все вы увидите в другом видео, которое выйдет на канале Дзен в ближайшее время. За новостями следите в телеграм-канале. Если вы вдруг еще не там, то подписывайтесь, пожалуйста. Ссылки все внизу в описании. Следите, на какой площадке выходит какое видео. Сегодня уже новая рабочая неделя. Я сейчас сижу в машине, выезжаю уже с работы, конец рабочего дня, и по итогу я закончила задание игрушка с цветком, но, как я сказала, я там небольшое читерство сделала, да, цветок у меня не вязаный и не вышитый. Надеюсь, вы мне это простите, потому что я реально просто не успеваю. Вот, лягух у меня закончен. Кубик я еще не бросала, я не знаю, какое у меня следующее задание, но у меня сейчас заказ на 10 пчел и там на еще определенных котиков. Вот, поэтому вечером я кину кубик, может быть,
эти игрушки как раз попадут под задание, и я смогу выполнить и задание, и заказ одновременно. Но посмотрим. А сейчас что у нас по планам с вами? Время у нас 4 часа вечера. Мы сейчас заезжаем с вами на Вайлдберрис, получаем новую пряжу. Как раз я вам покажу обзор этой пряжи, что там за новинки, что там за новинки, что это за суперская пряжа, из которой я уже придумала, что я буду вязать. Она секционная, и мне кажется, она должна быть очень-очень крутой. В общем, поедем, посмотрим с вами. Потом заедем к маме. Мне нужно отдать ей части этой пряжи. Там еще я ей везу пряжу. В общем, забрать другую пряжу. Ну, в общем, все это дело поделить. И поедем уже с вами домой заниматься вязанием. Ну и плюс у меня сегодня еще по планам борщ и сделать маникюр. В общем, когда я все это успею, я не знаю, но я надеюсь, что до вечера я все-таки все вот свои пунктики закрою. Ну, посмотрим. Так, все, отправляемся за пряжей. Я сегодня на работе успела связать 4,5 пчелы. Почему 4,5? Потому что у меня закончилась коричневая пряжа на полосочке. Мне так обидно, я почему-то не взяла с собой. Думала, там хватит, а там оказался маленький у меня клубочек. В итоге хватило на 4,5 пчелы. Мне их, по идее, нужно сделать 10. Поэтому вечером мы в любом случае с вами будем этим заниматься. И самое будет обидно, что у меня, если этого цвета нет, а есть другой коричневый, то как мы будем, в общем, выходить из этой ситуации? Наверное, придется тогда распускать. Там не осталось, на второй ряд вот прям вот столечка не хватило, поэтому обидно. Но будем это решать уже по мере продвижения моих в течение вечера. А пока что отправляемся делать другие дела. Глянем немножечко к маме в гости. Такие вот у нее пузырики, пока она не видит. Она мне сказала не снимать. Вот. И семечки. Такие малыши. Вот здесь вот много-много пряжи. Мама тут творит. Вообще вот этих котиков хотела вязать сегодня я. Но вот я приехала, а они уже навязаны. Поэтому я ничего не успела. Это, кстати, мастер-класс Ольги Скип. Вот, платный, поэтому, если вас интересуют такие игрушечки, то переходите к ней на страничку. Так делается. Вот так это делается. Опа! Ой, какой цвет красивый. Что за лепота такая? Какая красивая. Ну, давай толщину посмотрим. Сейчас мы раскроем. Да, ножниц не надо, а то зацепишь. Не зацепишь. Какой цвет приятный. Ну, прям такое. Толстая? Ну, не факт. Ну, толстая, но мне кажется... Не особо. Вязание не особо будет толстое. Ну, толще, конечно, чем Воланс. Потолще. У нее даже нет, у нее основа даже толще. Но она какая-то не воздушная основа, какая-то такая более махровая. Жесткая основа. Основа жесткая. Я имею в виду пушок, он, мне кажется, слазить не будет. А вот там основа плотная, жесткая, толстая нитка. Ну, в общем, вот такая. Ну, пробовать надо. Так, вторую смотрим. Как будет ложиться, как вязаться. Ну, цвет очень красивый. Мне кажется, зайчики из них прям вообще шикарные будут. Я сегодня буду вязать змей. Если ты меня опередишь, я на тебя обижусь. Не, вот из этой змейки не вяжи. Это такая нежная, мне кажется, она лучше для зайчиков подойдет. Вот из этой буду змей вязать. Вот эта поярче должна быть, из нее туда. Вот, из этой змейку, да, давай. Из этой змейку пробуй, а из той тогда попробуем что-нибудь такое более нежненькое. Вот прям для змеи классно будет. Красно-розово-коричневый. Ну, прикольно. Хороший, яркий. Мне еще вот другая понравилась, где красная, бордовая и... белая, что ли, как-то она вот такая. Ну, пусть тоже. Вот это тоже хорош. Вот для змейки, мне кажется, прям вообще шикарно. Вроде яркая. Вот для зайчиков, для чего-то она слишком яркая. Ну, да. А это вот наоборот. Для черепашек будет хорошо. А надо посмотреть, какая длина у нее этого цвета и как она маленькой игрушки будет цвет ложиться. В общем, будем сегодня тестить. Пробовать, да. Так, девочки, у меня доброе утро. Всем, девочки, доброе утро. Сегодня у меня уже 22 мая.
7:30 утра, я сейчас собираюсь на работу, хочу показать вам новую пряжу, вот которую мы с мамой распаковывали. Сейчас я немножечко пошуршу. Вот так она выглядит. Я сейчас возьму ее с собой, один моточек, попробую на вязание, как она будет выглядеть, как она вести будет себя в вязании. Мягкая, твердая, толстая, тонкая, приятная, растягивающаяся. В общем, будем сегодня тестировать вот этот цвет. Нежный цвет я оставлю, я пока не знаю, что с него связать. Из этой я буду вязать змейку. Пчелы у меня уже готовы, мне сегодня их отвозить, и я их уже сложила в пакетик, поэтому покажу вам на работе, когда буду писать. А там уже повнимательнее с вами разглядим. А сейчас беру вот эту интересную пряжу с собой и посмотрим, что же у меня из нее все-таки выйдет. Покажу вам 10 своих новых пчел, которые у меня родились. Сейчас уже в пакетах все соберу и сегодня отвезу. Сделала такие вот темно-желтые с коричневыми полосочками и светло-желтые с черными полосками. Вообще мне с черными полосками не нравится. Мне больше нравится с коричневыми, но в сочетании со светло-желтым. То есть наоборот, светло-желтые с коричневыми. Вот. Но решили для разнообразия сделать разные, поэтому мама говорит, что с черными тоже красивые. Поэтому вот как-то так. Вот такие малыши у меня. Смотрите, улыбчивые пчелки. Вот милота. Милота, милота. Все, убираю на место. Так, девочки, показываю вот эту новую пряжу. Называется эта пряжа Лепо Кри. Новая. Здесь у нас получается в коробочке 4 штуки. Я вам показывала 4 моточка. И она у нас получается 90 грамм, 45 метров. То есть она достаточно такая плотненькая, я так понимаю. Сам пух вот на этой пряже, он достаточно плотно сидит. Вот смотрите, я начала немножечко вязать. И секции, кстати, короткие. Вот если секционная, она вся секционная, можно выбрать только различные цвета. Секции очень-очень коротенькие. То есть, да, вот смотрите, она прям получается пестренькая. Что по итогу у меня получилось? Я вязала крючком номер 4, но 4 крючок, он прям очень маловат для этой пряжи. Я думаю, что, скорее всего, 5 или 6 крючок нужен, потому что она прям вот такая плотненькая. Больше всего она, наверное, подойдет для каких-либо изделий. То есть это для пледа, для тапочек каких-то, для шапок, может быть. Игрушки из нее получаются такие массивные достаточно. Но мы будем с вами тестировать, попробуем, как это все-таки будет выглядеть самой игрушки. Вот изначально то, что я начала вязать, я вязала змейку. Мне не понравилось, потому что слишком вот это пестрое. Я думаю, что вот больше подойдет на панцирь черепашки. Вот будет красиво смотреться. И дома я попробую вот эту змею связать немножечко по-другому. Середину вот этой пестрой пряжи, голову и хвост сделаю однотонный, потому что вот здесь убежала. Глаза будут теряться на фоне этой пестроты. А вот если серединку такой сделать, то думаю, что будет даже очень и очень неплохо. В любом случае возьму другой крючок. Сейчас у меня с собой в наличии нет никакой другой пряжи, чтобы можно было сделать голову. Поэтому пока все это оставлю до вечера. Дома буду уже тестировать и пробовать, что у меня в итоге из этого получится и насколько мне вот этого мотка хватит. Потому что я не знаю, если честно. Вроде такой объемный большой, но она и сама такая плотная достаточно пряжа. Поэтому, может быть, на 2 змейки мне здесь и хватит. Может быть, на 3 змейки. Посмотрим. Будем, как я говорю, тестировать и пробовать и изучать новые виды пряжи. Это китайская пряжа, и она больше называется как объемная или помпонная. В общем, что-то такое новенькое для меня, поэтому надо сначала к ней приспособиться. Потом уже говорить, понравилось, не понравилось, хорошая, плохая. В общем, будем
все это изучать и, конечно же, об этом вам всем расскажу. Так, ну что ж, тогда получается, что сегодня у меня по планам на вязание ничего на работе, потому что кроме нее я ничего больше не брала с собой. Пойду монтировать видео, заниматься блогерской своей работой, а вязать я уже буду вечером. Так, девочки, я пришла с работы, вот сижу, пока пью кофе, пишу себе список дел на сегодня. Вот написала сейчас, гляжу, и мне на него страшно смотреть. И я даже не знаю, за что мне хвататься, потому что реально список огромный. И что мне делать? Я вообще не успеваю ничего, я не знаю. Сейчас пойду вам доснимать видео с обзором новой пряжи, с игрушкой, которая у меня получилась, свои впечатления вам обязательно расскажу, как она мне вообще в вязании, эта пряжа. Так что с первой-наперво, конечно же, погулять нужно с собакой, потому что она тут вообще уже с ума сходит. Все остальные дела уже потом. Завтра у нас ярмарка. Ярмарка у нас в двух местах, в разных вообще. Одна в городе, другая совсем в другом месте, в районе. Послезавтра у нас тоже две ярмарки, тоже в двух разных местах. Поэтому я не знаю, когда мы что будем успевать. Мне еще висит огромнейший заказ, который нужно сделать. Куча монтажа, куча домашних дел. Ну, будем как-то постепенно это все регулировать. Вот все, что я сейчас написала, я вам покажу сейчас этот огромный список, нужно успеть как минимум до понедельника. Ну, я надеюсь, что я это сделаю. Желательно сегодня. Но сегодня это, по-моему, вообще не вариант полностью. Поэтому сейчас будем что-то корректировать, придумывать, как-то упрощать себе работу и ставить плюсики в моем списке. У меня тут вдалеке лежит, в принципе, тут... Если хотите, конечно, можете почитать, но там особо ничего такого. Все разделено на 3 категории. Это видеоканалы, которые мне необходимо что-то сделать, да, по вязанию. Это монтаж, выкладка, там, какие видео, на какую площадку. Здесь у меня про вязание и домашних дел еще вагон просто. Поэтому даже страшно за него браться. Вот сирота стоит, просится уже ходить, солнышко нюхать. Да, Нуба? Да, ты мой сладкий? Да. Ну что, мой зайчик? Сейчас пойдем с тобой. Да, сейчас пойдем. Сейчас кофе допью и пойдем. Все, застыл. Да, идем сейчас. Так, ну что, девочки, снимаю с руки без штатива, быстренько вам покажу. Вот у меня эта пряжа, про которую мы с вами говорили. Я вязала вот из этого моточка, у меня, наверное, ушло, меньше половины этой пряжи на змейку. Змейка у меня получилась не очень большая, короткая. Я решила не делать ее огромной. Голову связала из двойной лавиты, а само туловище из вот этой секционной пряжи. И вот так вот она у меня выглядит. Ну что могу вам сказать. Вот сама змея, я ее немножечко по моей схеме уменьшила и не набивала, потому что пряжа настолько плотная, что в принципе хватает вот просто вот того, что ее связать. Набивка уже не требуется, она вот, видите, достаточно упругая. Мне кажется, вот что для змейки она немножечко пестровата. Именно этот цвет. Если взять другой цвет, сейчас я вам покажу вот этот нежный, то из него получается намного симпатичнее игрушки, чем вот из такого яркого. И здесь они, видите, переходы такие более плавные. Здесь же более яркие переходы. Покажу вам фотографии, что у нас получилось вот из этой пряжи. Посмотрите, какая милота. Особенно вязать ушки. Ушки вяжутся просто буквально за 1 секунду, потому что два раза обвязала эту цепочку воздушных петель, и вот вам уже красивые классные ушки. Вот на уши эта пряжа идет просто идеально. И плюс еще мы пробовали вязать котика. Они вот такие с переходами получаются, они безумно красивые. Вот. А насчет змейки, если связать вот из этой цветовой гаммы, скорее всего, он будет намного приятнее и лучше. Расскажите в комментариях, как вам.
Жду от вас в комментариях, как вам вот эта новая экспериментальная змейка именно по цветовой гамме. Подходит, не подходит, что вы об этом думаете, тоже очень интересно послушать. В общем, да, вот такая вот змеюка у меня получилась. Ну и плюс еще, конечно, другие игрушечки, которые мы из нее пробуем. Это не последнее видео, где я буду тестировать эту пряжу. Конечно же, я из нее что-нибудь еще постараюсь придумать интересное. Можно, скорее всего, вязать из нее корзины. Вот корзины получатся достаточно плотные такие. Но мне, по идее, такие корзины не нужны. У меня вот тут вот стоит вот такая с фикс-прайсом. Меня она вполне устраивает, поэтому себе вязать точно не планирую. Так, ну а на этом я, наверное, буду заканчивать это видео. Я и так вам достаточно много всего показала. Жду вас в комментариях. Пишите. На каждый ваш комментарий я отвечаю, я их ценю. Не забудьте, конечно же, подписаться на канал, поставить лайк этому видео, чтобы мы с вами в дальнейшем не потерялись на просторах YouTube, если вы новичок. Ну а если вы старичок на моем канале, то ждите просто следующих новых видео на всех разных площадках. Вся информация о выходе видео выходит в телеграм-канале, поэтому если вы вдруг еще туда не подписаны, то подписывайтесь, я вас там непременно жду. Ну а теперь точно буду с вами прощаться. Все, всем до новых встреч и не забудьте, вы можете вязать, главное, верьте в себя. Пока!